В этой истории со скорой помощи будут присутствовать бранные слова, а точнее матерные. Потому что я просто не знаю, как эту историю рассказать без этих слов. Повод к вызову скорой помощи: плохо, без сознания, лежит на платформе, не можем разбудить. Хорошо, хоть назвали, на какой станции находится платформа. Но ни номера пути, ни каких-то других опознавательных знаков нам к этому вызову не дали. Для вашего понимания, по указанному адресу находятся 3 огромные платформы с двухсторонним движением. Над ними огромный мост. Мы, приехав на станцию, подходим к контролеру и спрашиваем, кому здесь плохо, кто лежит на платформе. Контролер, крайне плохо говорящий по-русски, говорит: скорый, пошли, пошли. И мы понимаем, что он нас ведет через мост совсем на другую сторону станции. Спускаемся с ним вниз, он нас подводит к автобусной остановке и говорит: здесь 5 утра лежал, время почти 11 часов дня. Ну, совершенно очевидно, что за такое количество времени, если бы человек лежал на морозе, он бы уже Богу душу отдал. Ну и, конечно, там его не было. Мы объясняем контролеру, что нас вызвали на платформу. Он говорит: а, платформа, тогда не знаю. Мы поднимаемся назад на мост. Я в карте нахожу номер телефона вызывающего. С 4-го раза дозваниваюсь до него. И говорю: здравствуйте, это вы вызывали скорую помощь? Он такой: да, я вызывал скорую помощь. Я ему говорю: подойдите, пожалуйста, нас встретьте и покажите, где находится пациент. И то, что я слышу в трубку, сейчас скажу вам дословно. Какой пациент? Я вас там что, должен был стоять и ждать? Уже 20 минут прошло, как я вас вызывал. Я уехал по своим делам. И мне вообще найдете вы его или нет? Мне сказали вызвать скорую помощь, я вызвал. Все остальное меня не касается. Короче, мужик на серьезных щах, ответственный гражданин, вызывает скорую помощь не пойми куда, не пойми кому, и сам сваливает в закат. Ничего не оставалось делать, как нам с напарницей отираться по платформам. И, конечно же, пациент нашелся там, где мы пошли искать в последнюю очередь. Обычная пьянь, которая не может стоять на ногах и не в состоянии даже сесть в электричку. Подобрали, увезли в приемник. На поиск пропитого алкаша мы потратили час с лишним. Знаете ли, с чемоданом и кардиографом зимой, спускаясь и поднимаясь по мосту, быстро по платформам не побегаешь. Небольшая просьба, пожелание от меня. Если вы хотите сделать доброе дело, делайте его до конца. Спасибо за лайк, он поддержит меня как рассказчика. Не забудь подписаться на мою страницу, у меня много интересных историй со скорой помощи.